Всем привет, с вами Тандер, и сегодня у нас совсем небольшой ролик, который я делаю как скорее отдельную заметку, так сказать, выжимку, которая войдет в мой платный курс, как научиться играть. Стоить он будет $20 000, после чего я уеду на Бали. Если без шуток, то сегодня пойдет речь про антипод. Такой полуразговорный, полуинформативный ролик. Несмотря на то, что многие вещи, казалось бы, логичны и вполне вписываются как в реальность, так и в игру, люди по-прежнему задаются вопросами касательно одной вещи. Антипода. Давайте сразу скажем, я никак не отношусь к антиподу. Ни хорошо, ни плохо, потому что это в первую очередь метод, инструмент, который как может быть предпочтительнее в некоторых ситуациях, так и наоборот будет давать меньше преимущества. Конечно, можно долго смеяться и обсуждать антипод, так как это все-таки довольно простой способ выживать. Однако я не вижу в этом смысла точно так же, как я не осуждаю тактику каменного голема в танковых боях. Люди слишком эмоциональны и категоричны и упускают важную суть. Главное получать удовольствие самому и не мешать получать его другим. А теперь после вводного вступления, все-таки я аспирант, отнеситесь с пониманием, давайте про антипод. Антипод вызван в первую очередь так называемым переотражением сигнала от поверхности Земли, которое вызывает смещение метки относительно реальной цели. Конечно, это в первую очередь игровая условность с точки зрения ярко выраженности эффекта, особенно на современных самолетах и ракетах. В реальности он работает немного иначе. Высота антипода в данный момент 60 метров, однако вот что следует знать. Смещение точки захвата нелинейно по отношению к радиовысоте внутри границ антипода. То есть, если вы будете лететь на 59 метрах радиовысоты, то метка не уйдет в землю. Отнюдь она сместится так же мало. И вот тут для многих будет интересная информация. Если вы прижметесь к земле как только возможно, скажем, это 3 метра, то метка не уйдет под землю на 57 метров. Напротив, она будет почти на вас же. Дело в том, что смещение метки нелинейно и имеет параболическую форму, если представлять это в виде графика. Пик смещения достигается на высоте 30 метров. Именно там метка захвата уходит дальше всего от самолета, и именно эта высота является самой оптимальной. При построении маневра и полета в антиподе также нужно помнить, что чем ближе враг к положению над вами, тем он опаснее для вас. Антипод всегда смещает метку перпендикулярно вниз в глобальных координатах, и если ракета летит в вас ровно сверху, то для нее ваша метка ровно под вами, то есть разницы никакой нет. Именно поэтому в том числе медленные ракеты на первый взгляд лучше залетают в антипод, так как их скорость падает и они просто пикируют вертикально. Также нужно помнить, что у ракет есть радиовзрыватель, который сработает, если цель будет достаточно близко, и вы спокойно можете налететь на ракету, если будете просто двигаться прямо. То есть, по сути, можно просто влететь в ракету, которая будет лететь хоть и в антиподное отражение. Также вы можете пострадать от осколков при детонации ракеты об землю, если будете лететь достаточно низко. Такое тоже бывает, и чтобы этого избежать, если ракета летит с достаточно малым углом, следует все же менять траекторию. Тем не менее, следует помнить, что противник на высоте, если расценивать тактическое преимущество, всегда в более выгодной позиции, чем человек, который находится ниже. Это всегда следует помнить и учитывать при боях. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике.